10 января. Всем привет. Это сводка с Русланом Левиевым. Постепенно все общественно-политические проекты выходят из своих новогодних отпусков. А фронт как будто продолжает в нем находиться. Каких-то заметных изменений где-либо нету. Но на отдельные ситуации я обращу внимание. В Харьковской области на Купинском направлении Минобороны России заявила о захвате села Подола, находящегося к востоку от Купинска. Очень показательно то, как они это доказывают. Российский солдат пробрался на второй этаж двухэтажного частного дома и буквально на пару секунд показал из окна беспилотнику российский флаг. Это видео в очередной раз показывает, насколько пористой становится линия фронта, когда вы воюете маленькими группками солдат. Даже со всеми этими стенами дронов, киллзонами, все равно одному-двум солдатам есть возможность просочиться в тылы, которыми является село Подолы. В прошедшую среду на нашем собственном YouTube-канале команды CIT была прямая трансляция, в ходе которой у меня один из зрителей спросил: «Руслан, а ты видел видео из центра Покровска с украинскими военными?» Зритель не прислал ссылку на видео, но у меня есть предположение, о каком случае он говорил. Там не совсем центр города, но да, на тех позициях, которые на картах украинского мониторингового проекта Deep State закрашены красным цветом. И да, это видео тоже показывает поростость линии фронта, только уже в обратную сторону, когда украинские военные проникли на позиции под контролем российским войскам. И было бы забавно каждый день спрашивать генерала Сергея Кузовлева: «Как ваше настроение сегодня?» Потому что он, как командующий группировкой войск «Запад», отвечает за это направление и за ситуацию с Купинском. И пока что не прослеживается каких-либо тенденций, которые позволяли бы ожидать, что Купинск в скором времени будет захвачен. На это направление перебросили дополнительные подразделения 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии. Но пока не удается даже деблокировать российских солдат, оставшихся отрезанными в центре Купинска. На Лиманском направлении остается острая ситуация с маршрутами снабжения ВСУ на всем Лиманском плацдарме. Я говорил в прошлых сводках, что есть два маршрута украинской логистики здесь. Один на юг, через село Закотное, и он по большей части уже недоступен, потому что российские войска присутствуют в этом районе уже давно. Второй на северо-запад, через Святогорск, куда российские войска пытаются пробиваться со стороны Шандрыголова. И в четверг появилось видео из Святогорска, снятое беспилотником. В нем мы на восточных окраинах города видим идущих по дороге двоих российских пехотинцев по той самой дороге снабжения ВСУ. В украинских телеграм-каналах последние дни писали, будто бы на этом направлении удалось стабилизировать ситуацию, провести зачистку в районе Святогорска и Яровой. Но, как видим, нет. Когда до ваших маршрутов снабжения не просто долетают беспилотники противника, но по ним уже порой шастают его солдаты, это очень плохо. Посмотрим, насколько ситуация с Купинском отвлечет российские войска с Лиманского направления, потому что это тоже зона ответственности группировки войск «Запад». С Константиновского направления на прошедшей неделе поступало много кадров, как российские дроноводы пытаются отрезать снабжение города, нанося удары по технике вдоль дорог. Идет накопление российских войск в районе Александра Шуйтина и Предтечина. На соседнем Покровско-Мирноградском направлении фокус внимания российских войск сместился. Несмотря на то, что оба города по большей части уже под контролем российской армии, до закрыть ситуацию по ним, атакуя изнутри города, не получается. Поэтому российские военные пытаются отрезать дороги позади тех украинских сил, которые ведут бои на северных окраинах обоих городов. Вот сейчас фокус внимания на город Родинское, через который дороги снабжения уходят на Белицкое и Доброполье, а также внимание на поселок Гришино, который также давно под российскими атаками. На Запорожском направлении российским войскам удалось форсировать реку Гайчур на еще одном участке местности, севернее города Гуляй-Поле, в районе села Зеленое. Оспариваемые территории города теперь находятся под атаками с трех сторон. И продолжаются атаки из района Дорожнянки в сторону поселка Залезничное. В начале недели главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что в свежесозданных войсках бесплотных систем российской армии сейчас уже 80 тысяч военнослужащих, а в этом году планируется вдвое увеличить их численность. У нас нет какой-то своей информации, сколько действительно штатная численность этого нового рода войск, которые сформировали к концу прошлого года. Но нужно понимать, что речь не о том, что у России есть 80 тысяч операторов беспилотников. Знаете, вот как на одного сотрудника приходится по 10 менеджеров. Так же и здесь. В штатную численность входит в том числе большой тыл. Это и штабы, учебные центры, логистика и многое другое. И также никто не говорит, что Россия где-то нашла дополнительные отдельные 80 тысяч человек для формирования с нуля нового рода войск. Нет, по большей части это уже существующие подразделения и военнослужащие, которых просто переоформили в новую структуру.
Получится ли России удвоить их численность в этом году? Большой вопрос. 80 тысяч человек – это практически весь набор добровольцев за 3 месяца. При том, что большая часть набираемых людей в прошлом году шло не на формирование каких-то новых структур, а на восполнение потери российской армии по фронту. Показательно и то, что у Минобороны России в планах на 2025 год значилось формирование 17 новых соединений уровня дивизия и 9 формирований уровня бригады. А в итоге было создано только 4 дивизии. В этом году с потерями будет, скорее всего, как минимум так же плохо, как и в прошедшем. Так что каких-то излишков на дальнейшее расширение российской армии нету. И когда какой-нибудь очередной немецкий депутат заявляет, что у России 300 тысяч человек резерва в Беларуси стоят, это вызывает только усмешку. Одной из главных тем моей предыдущей сводки была предполагаемая атака беспилотниками на резиденцию Владимира Путина на Валдае. Напомню, что ЦРУ и Дональд Трамп заявляют, что атака была, но не по резиденции Путина, а по другому военному объекту в этом же самом регионе. Россия утверждает, что целью атаки была именно резиденция Путина. Украина как минимум не подтверждает атаку, а как максимум в принципе ее отрицает. То есть украинская сторона новости про атаку на Валдай называет фейком, но никак не комментирует, а была ли атака по какому-то другому объекту в Новгородской области. Интересно, что и американская сторона не признается, а что же за объект-то был в итоге целью атаки? И вы скажете, что не признаются, чтобы российские военные не смогли укрепить его перед следующей атакой. Спорно. Сколько Z-блогеры ныли об укрытиях для военных самолетов на аэродромах? Сколько по этим аэродромам били? И только спустя несколько лет военные чиновники такие: ой, слушайте, а ведь война идет. Может, построим укрытие на военных аэродромах? И да, данные человека из Новгородской области, который со мной общался, подтвердились. Напомню, что он не говорил, что атаковали именно резиденцию Путина. Он сообщал, что слышал грохот работы систем ПВО в масштабе сильно большем, чем в прошлые разы. При этом целью могла быть резиденция, а мог какой-то другой объект в регионе. И если мы верим американской стороне, то его данные полностью подтвердились. Атака была. Что было целью атаки, доказать невозможно. Так вот, в ответ на предполагаемую атаку по резиденции Путина Россия второй раз за время полномасштабной войны использовала комплекс «Орешник». Это экспериментальный ракетный комплекс с баллистическими ракетами средней дальности. Его ракеты могут нести ядерную боевую часть. Первый раз его применили в ноябре 2024 года по заводу «Южмаш» в Днепре. Поскольку тогда его применили с инертной, неядерной боевой частью, то существенного урона заводу он не нанес. Удар какого-нибудь «Искандера» в этом смысле был бы намного эффективнее по реальным повреждениям. Но Путину нужно было помахать ядерной дубиной, поэтому применили «Орешник». В четверг «Орешник» применили тоже с неядерной боевой частью. Целью атаки было подземное газовое хранилище в Львовской области. Снимков последствий пока нету, но и сообщений о какой-нибудь мегапожаре тоже не было. Я бы сказал, что в неядерном исполнении «Орешник» даже более политическое, нежели боевое оружие. И будь я политологом, то, может быть, я даже поспекулировал бы, а на что в действительности таким образом отвечает Путин? А может, он таким образом дает предостережение Западу, что со мной так, как с Мадуро, лучше не поступать? Меня на днях в интервью спрашивали, может ли в теории Америка осуществить такую же операцию с похищением Путина, как это провела с Мадуро? Я ответил, что, конечно же, нет. И в первую очередь, потому что Россия, в отличие от Венесуэлы, является ядерной державой. И любые угрозы, действия в отношении российского президента могут стать причиной ядерного конфликта. Америка прекрасно это понимает. Также можно поспекулировать, что это ответ на разработанные и подписанные 6 января в Париже гарантии безопасности для Украины. Их подписала в том числе и Америка. И в соответствии с ними, после замораживания войны на территории Украины возможно размещение контингента европейских войск. И вот на этот документ уже ответил российский МИД. Захарова сказала, что Россия будет воспринимать появление войск НАТО на территории Украины как интервенцию, будет реагировать соответствующим образом, и прочее бла-бла-бла. Так что, с одной стороны, применение «Орешника» — это вроде бы наша поляна, то есть поле экспертизы военных аналитиков. С другой стороны, это поле для экспертизы политологов. Что касается ударов по энергетике, то тут сейчас сильно влияет погодный фактор. В Украине морозы, что вызывает повышенную нагрузку на энергосистему. А из этого каждый удар по энергосистеме становится более чувствительным. В среду российские атаки по объектам украинской энергетики привели к масштабным блэкаутам в Запорожской и Днепропетровской областях.
более миллиона абонентов лишились электричества, были перебои с теплоснабжением, обеспечением водой. В четверг вместе с Орешником Россия запустила 35 других ракет, из которых 13 были баллистическими, типа «Искандера». Еще 22 крылатые ракеты, использующиеся в атаке, это «Калибры», которые пускались из акватории Черного моря средствами Черноморского флота России. Несмотря на то, что ударами морских безэкипажных катеров российский флот удалось давно изгнать из Севастополя, и он ушел в Новороссийск, это не мешает ему запускать оттуда крылатые ракеты. В тот же день последовала ответная атака по энергосистеме в Белгородской и Орловской областях. Для атаки по белгородским объектам были применены крылатые ракеты. Может быть, это были «Фламинго», может, дальнобойные «Нептуны», а может, «Барсы». По имеющимся видео невозможно определить тип ракеты. В итоге в Белгородской области также был продолжительный блэкаут. Как и с Запорожской и Днепропетровской областями, по Белгороду есть зеркальные кадры с погружением всего города в кромешную тьму. Скорее всего, в предстоящие дни атаки будут повторяться и разрастаться по своему масштабу, поскольку морозы благоприятствуют нанесению наиболее чувствительных ударов по энергетике. Начавшаяся в прошлом году морская война продолжается и в этом году. Около берегов Турции воздушным беспилотником был атакован нефтяной танкер «Эльбрус». Он шел под флагом Палау. Украинские телеграм-каналы пишут, что он принадлежал теневому флоту России. Официальных заявлений обеих сторон на момент записи сводки пока что не было. Издание The Atlantic пишет, что с приходом администрации Трампа изменилась позиция американских властей в части атак по объектам российской нефтяной отрасли. При Байдене просили не атаковать, чтобы не провоцировать. А при Трампе же дали добро и вроде как даже помогали разведданными по разным объектам. В той же статье пишется, что при этом морской компонент этой кампании с атаками беспилотников по танкерам теневого флота стал неожиданностью для трамповской администрации. При любой другой администрации, наверное, сейчас было бы слышно какое-то беспокойство, связанное с тем, что юридически эти суда не принадлежат России, и к тому же это гражданские суда. Но с Трампом, я думаю, проблем не будет. Особенно учитывая его недавний комментарий прессе, в котором он сказал, что «я буду определять, что можно, а что нет, а не какое-то международное право или соглашение». Правда, сказал он это в контексте специальной венесуэльской операции и Гренландии, а не ударов беспилотниками по танкерам. И еще Трамп дал зеленый свет двухпартийному билю об усилении санкций против России. Это позволит вводить пошлины в размере до 500% против тех стран, которые покупают российский нефть и газ. Думаю, в этом году мы увидим усиление и международной морской войны. Этот случай, когда танкеры в Карибском море убегали от американских войск и на ходу меняли свою регистрацию на российскую, думаю, он не последний. Несмотря на то, что этим танкерам российский триколор никак не помог. Привилегия поражать танкеры оружием останется за Украиной. А вот в остальных случаях будут все более напряженные и сложные отношения России с другими странами. Поскольку Россия продолжит попытки использования своего военного флота для защиты таких теневых судов. До танкера «Маринера», который американские силы взяли штурмом, российский флот не успел дойти. К слову, лично я думаю, что борьба за эти околовенесуэльские танкеры не является ударом по Путину. Дональд и Владимир поделили поляну, поделили зону влияния. А это было то, что называется лутингом. Прям как в играх. Кто первый добежит до разбросанных активов, тот и забирает. Показательно, что американские власти после штурма сразу заявили, что будут судить экипаж танкера. Но вот россиян из числа экипажа они сразу освободили. То, что Николас Мадуро, будучи кровавым диктатором, находится сейчас за решеткой в 10 километрах от нас вон в ту сторону, это, безусловно, хорошо. То, что сейчас отпускают политзаключенных в Венесуэле, тоже прекрасно. Но лично я считаю, что от всего произошедшего будет негативный эффект для российско-украинской войны. Трамп в своей соцсети опубликовал постер со своим лицом, на котором написано «Это наше полушарие». Из этого следует, что «а вот это ваше полушарие», то, в котором Россия и Украина. Это дележка мира, где Трамп и Путин по принципиальным вопросам влияния уже договорились, ударили по рукам. Тем более, что Трамп старательно весь этот свой срок показывает Европе, что вот вся эта война – это ваша проблема. Сами с ней разбирайтесь. Такие вот новости у нас были на этой неделе. Увидимся с вами в следующие выходные. Пока.